Это Сеул, столица одной из самых технологичных стран Азии, Южной Кореи. В последнее время она стала настоящим трендом. Ее музыку кей-поп слушают и знают по всему миру. Корейские фильмы и сериалы соперничают по популярности с Голливудом. А еще это одна из богатейших и безопасных стран мира. Отсюда родом такие технологические гиганты, например, как Samsung и Hyundai. За 40 лет, благодаря трудолюбию и упорству своих жителей, Корея превратилась из одной из самых бедных стран в мире в одну из самых богатых в мире. Сегодня здесь невероятно развита инфраструктура, улицы заполнены дорогими автомобилями, а торговые центры поражают своими масштабами. Но не все так идеально. Вот, например, это тоже часть Сеула, которая находится всего в нескольких минутах от самого богатого района столицы. В этом выпуске мы заглянем в реальную жизнь корейцев, побываем в богатых и нетуристических районах, поговорим про местный общественный транспорт, между прочим, он считается одним из самых удобных в мире, пообщаемся с студенткой из Казахстана об учебе, поговорим о трудовой нагрузке в Корее и посмотрим, как корейцы отдыхают после работы. В этом выпуске я вам покажу Южную Корею с разных сторон. В общем, будет действительно интересно. Это Sweat on the Road, и мы в Южной Корее. Это Gangnam, один из самых известных и элитных районов Сеула. О нем узнал весь мир благодаря хиту Gangnam Style, который вышел в 2012 году. Здесь живет богатое население Сеула, и позади меня находится статуя, которая символизирует знаменитый танец. В 2012 году песня Gangnam Style взорвала весь мир. Ее исполнитель Psy вырос в обеспеченной семье и жил именно в этом районе Сеула. Но сам трек вовсе не о гламуре и роскоши. Наоборот, он высмеивает людей, которые пытаются выглядеть как жители Каннама, хотя на самом деле ими не являются, ведь настоящий каннамец никогда не скажет, что он отсюда. Здесь даже есть выражение Gangnam Style для описания такой показной роскоши и желания казаться тем, кем ты не являешься. Именно отсюда и произошло название песни. Gangnam — это не только самый модный район Сеула, но один из ключевых деловых центров города. Здесь расположены офисы крупных компаний, банки, торговые центры и дорогие рестораны. А еще именно в Gangnamе находится наибольшее количество клиник пластической хирургии. Южная Корея считается, между прочим, лидером в этой индустрии. Когда оказываешься здесь, первое, что бросается в глаза, это поток элитных автомобилей и люди в дизайнерской одежде. Недвижимость в Gangnamе самая дорогая в Сеуле. Стоимость за квадратный метр стартует примерно от $20 тысяч. Совсем недалеко от Gangnama, элитного района, находятся трущобы, полная его противоположность. Деревня называется Гурьон, и образовалась она во время подготовки к Олимпийским играм, как временное жилье. Но, как вы видите, оно до сих пор здесь осталось, и здесь живут люди, в основном пенсионеры. В процессе масштабной перестройки Сеула многие бедные семьи оказались выселены из своих домов. Часть этих людей самовольно заняла свободный участок земли на окраине Каннама, принадлежавший частным владельцам. Так, в 1988 году появилась деревня Курён, последняя крупная нелегальная трущоба Сеула. Домики здесь строились из всего, что попадалось под руку: металлических листов, фанеры, пластика. В некоторых местах здесь настолько узкие улочки, что пройти можно только боком. Рядом с домами часто лежат газовые баллоны, старая мебель и сломанная техника. Иногда кажется, что этот район заброшен, но нет. Снаружи можно увидеть, как сушится белье, а у некоторых домиков есть небольшие огороды. Деревня подключена к базовым коммуникациям. Вода и электричество, правда, появились здесь только в 2011 году, но канализация отсутствует. Интересно, что у многих домов стоят автомобили, а еще жизнь здесь отличается особым чувством общности. Большинство жителей пожилые люди, для которых соседи стали настоящей семьей. И здесь даже есть свой районный совет. Официальная программа переселения стартовала еще в 2011 году. К 2026 году власти обещают полностью завершить переселение и снести трущобы. Здесь прослеживается очень интересный контраст, как будто бок о бок стоит современная и старая Южная Корея. Сами люди, несмотря на условия, в которых они здесь живут, очень добрые и улыбчивые. Во время съемки со стороны жителей не было никакой агрессии. Наоборот, все здоровались и улыбались.
Сейчас я нахожусь в университете, который входит в тройку лучших университетов в Южной Корее. Называется эта тройка SKY, Seoul University, Korean University и Yonsei University. Здесь учатся много местных и иностранцев. И это университет Yonsei. Обучение здесь стоит от $7000 в год. Многие корейцы и даже иностранцы мечтают туда поступить. Кстати, количество иностранцев, поступающих в корейские университеты, с каждым годом только растет. И мне стало интересно спросить иностранца, который здесь учится, каково вообще жить в Южной Корее и как проходит здесь учеба. Да, наш гость, которого я пригласил в это видео, не учится в Йонсе, она учится в другом университете. Приехала она из Казахстана и зовут ее Нана. А почему вы выбрали именно Южную Корею для учебы? На самом деле у меня не было в начале пункта учебы. Мне всегда нравилась Корея тем, что я с 2013 года начала увлекаться дорамами, сериалами корейскими. А потом уже постепенно вошло в привычку и их традиции. Мне нравились, как они красиво одевают национальную одежду. И постепенно я начала увлекаться Кореей самой. И так получилось, что моя мечта, увлечение Кореей притянули меня к тому, что я уже здесь учусь в Корее. А насколько сложно было сюда поступить вообще? На самом деле не так сложно поступить. Есть очень много, так скажем, агентств, которые помогают поступить в Южную Корею. Я вот, например, обратилась к одному из агентств, называется All About Studying Korea, и они мне досконально рассказали, какие мне документы надо собрать, какой есть дедлайн, что мне надо сделать поэтапно, и мне было очень легко, на самом деле, собрать документы. А на каком языке вы сейчас учитесь? На данный момент я изучаю корейский язык при университете, и все свое время я изучаю именно корейскому языку. У нас не говорят ни на английском, ни на русском, все учителя корейцы, и они говорят только на корейском языке. То есть вы уже начали его учить в Казахстане, получается? Нет, на самом деле я только учила алфавит, потому что многие говорили перед тем, как приехать в Южную Корею, хотя бы знать алфавит и как читается алфавит. И за месяц до приезда сюда я начала учить алфавит только. А есть ли вообще стипендия в вашем университете? Стипендия есть, но только для самих студентов. Так как я учусь сейчас на языковых курсах, у меня стипендий нету. А вы будете на нее как-то подавать? Да, я буду подавать на стипендию и надеюсь, что я получу его. А это вообще сложно ее здесь получить? Достаточно сложно, потому что конкурентов очень много, и у каждого есть свои плюсы и минусы, так скажем. И смотря у студента, какой уровень корейского языка. И, конечно же, если у тебя высокий уровень, то шансов больше. В Южной Корее конкуренция в образовании невероятно высока. С детства детям внушают, что они должны быть лучшими, а рейтинговая система школы лишь усиливает давление. Каждый стремится занять верхние строчки в списках успеваемости и получить лучшие оценки. Обычный день корейского школьника начинается утром и заканчивается поздно вечером. После основной школы многие еще и посещают дополнительные занятия и частные академии, где готовятся к экзаменам и оттачивают навыки. И даже при огромных усилиях нет гарантии поступления в престижный университет. Кульминация этого пути Сунын, главный вступительный экзамен страны, который считается одним из самых сложных в мире. Он длится около 8 часов и включает 5 предметов. В день проведения экзамена власти даже принимают специальные меры, перекрывают дороги у школ, сдвигают время начала работы госучреждений, а вблизи экзаменационных центров даже могут приостанавливать взлеты и посадки самолетов, чтобы обеспечить идеальную тишину. Как проходит обычно ваш учебный день? Мой обычный день начинается в 8 утра. Я встаю за час до занятий. Занятие у нас начинается в 9 и заканчивается в час дня. И после я, можно сказать, свободна. Я могу идти гулять с друзьями, либо же сама же я контент-менеджер и делаю сама видео, снимаю. Какие мероприятия и концерты организует университет обычно? У нас есть такие масштабные мероприятия, как Чукче, это фестиваль. Он начинается либо же осенью, когда студенты поступают иностранные, либо же это бывает в конце марта, примерно плюс-минус 2 раза в год. Тогда у нас грандиозные такие фестивали, там у нас есть фудкорты, так скажем, приглашают разных артистов, певцов, и бывают иногда такие интерактивные игры с призами. А много ли иностранцев в вашем университете? Скажу честно, у нас
я учусь в Кёнбоке University, и в моем университете, можно сказать, 80% это иностранцы, Ага. 20% сами корейцы. Откуда в основном иностранцы? В основном с СНГ. Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан. И сколько здесь примерно стоит обучение? В моем университете обучение на самом деле очень дешевое по сравнению с другими. У меня в семестр, это 3 месяца, стоит 1 300 000 вон. Угу. Это очень дешево, но и учеба очень хорошая. Качество дает о себе знать. А сколько нужно денег для комфортной жизни в Корее? Для комфортной жизни Да. я не могу сказать точно в рублях, либо же в долларах, но могу сказать в вонах. Угу. В вонах примерно, так скажем, 1,5-2 миллиона, Мгм. чтобы прям хорошо жить. А насколько было здесь вообще адаптироваться к жизни сложно? Честно, мне было легко, так как традиции и какие-то привычки, они похожи с моей страной. Я сама из Казахстана, и да, наши традиции очень похожи. Так что мне было легко адаптироваться. Образ жизни как-то изменился вообще? Да, образ жизни изменился, и я начала больше уважать старших, так как здесь очень уважают старших людей. Также есть некоторые привычки, например, мы кланяемся, когда здороваемся, головой. И бывает, что подаем, либо берем 2 руками, либо одной рукой, уважительно, так скажем. А есть ли какая-то тоска по дому? Тоска по дому есть, я уже как год живу и еще ни разу не ездила домой. И когда я разговариваю с своими родителями или там с друзьями, я вижу, как жизнь меняется в Казахстане у меня, у моих друзей, у моих родителей, как родители старше становятся. Конечно же, скучаешь, охота обнять их. Так что да, тоска есть определенно. А как корейцы относятся к иностранцам? Многие говорят, что корейцы относятся очень пофигистически, так скажем. Но мне кажется, что корейцы все равно немного отстраненно относятся к иностранцам. Но есть некоторые, так скажем, типы людей, именно молодежь, они с интересом смотрят на иностранцев. Мгм. Так как охота им познакомиться, но языковой барьер иногда мешает, конечно же. А сложно ли с ними подружиться? Да, сложно. 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 У меня еще нет друзей корейцев, так что да, сложно. А могут ли они как-то придраться, например, если ты говоришь с ошибками на корейском или акцент очень сильный? Нет, когда ты говоришь корейцами на корейском, они наоборот удивляются и говорят: «Вау, у тебя такой хороший корейский, сколько ты учишь». Они очень хвалят, что иностранец знает корейский язык. Они это очень уважают. А какие отличительные черты ты бы выделила у корейцев? В поведении, может быть, не знаю. Допустим, привычки какие-нибудь у них особенные. Может быть. Они дисциплинированные. Мгм. Вот что-что, у студентов, школьников, у них все прям по таймерам написано дни, что они должны делать, что они не должны делать. Прям учатся прям до закрытия даже университета. У нас есть некоторые студенты, которые возвращаются в 3-4 ночи. Я иногда удивляюсь этому, потому что я после того, как закончу в час дня занятия, мне уже все, устаю я. Планируете ли вы здесь остаться после учебы? Определенно. Так как мне нравится учеба здесь, она качественная, учителя очень профессиональные. И здесь есть некоторые, так скажем, направления, как бизнес или там медиа-контент. Они очень хорошие, здесь прям образование здесь хорошее, так скажем. А есть ли какие-нибудь минусы вообще здесь в жизни в Корее? Минусы это только то, что денег не хватает, а так, в принципе, все нормально. Какие города в Южной Корее, кроме Сеула, ты уже посетила? Я ездила в город Сувон. Мгм. Это очень красивое место. В этом городе снимали большинство, так скажем, дорам. Это дорамный город, дорамный городок, так скажем. Да, так что мне очень нравится. Я ездила туда не раз. Куда вы бы особенно порекомендовали съездить? Я бы порекомендовала, на самом деле, поехать в Пусан Мгм. или в Чеджу. Да, на самом деле это банально, так как это вот и так знаменитые города. Но именно в Чеджу самые вкусные мандарины, а в Пусане мне нравится море. Ну, вы еще пока что там не были, Южно. Я сама еще не была, но очень сильно хочу поехать. Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает здесь учиться? Я бы посоветовала не сдаваться, если реально хочется, и вы боитесь, что родители могут там отказать, так как думают, за границей, в Корее зачем так, то не сдаваться и реально добиваться своей цели.
Я сама добилась спустя, так скажем, 5 лет. Мне 5 лет, в течение 5 лет родители не разрешали в Корею приезжать. И у меня сильное было желание, и я наконец-то добилась. Я говорила, я не зря приехала в Корею, так как реально здесь жизнь и образование очень хорошее, чем в Казахстане у меня. Ну, вот вы сказали, что останетесь, получается, в Корее после учебы. А вы бы остались жить именно в Сеуле или какой-нибудь городок поменьше выбрали здесь? Я бы выбрала городок поменьше, так как я не люблю шумные места. Я учусь не в Сеуле в самом, а рядышком в другом городе, называется Намьонджу. Многие корейцы говорят, что это поселок. Я бы реально там жила бы, потому что мне нравится. У нас горная местность и спокойно очень. В Сеуле очень удобный общественный транспорт, особенно метро. Сеульское метро считается одним из самых загруженных в мире. Здесь есть Wi-Fi, и оно настолько большое, что можно легко добраться быстро и с комфортом в любую точку города. И даже можно выехать за город. Например, в Сувон я ездил также на метро. Общая протяженность линии сеульского метро 340 километров, и по количеству станций оно занимает второе место в мире. Стоимость поездки до 10 километров начинается от 1500 вон, а затем увеличивается на 100 вон каждые 5 километров. Кстати, переходы между станциями здесь это полноценные подземные города. Здесь очень много магазинов, кафе и ресторанов, а еще они служат убежищами, ведь Южная Корея официально до сих пор находится в состоянии войны с Северной Кореей. Только посмотрите, как корейцы выстраиваются в очередь. Причем, интересно то, что никаких линий и надписей на полу нет, люди выстраиваются в очередь сами. Вообще, за время поездки я заметил, что корейцы невероятно дисциплинированные люди. Вот, например, очередь на автобус. Посмотрите, как ровно стоят люди. И что удивительно, никто никого не толкает. Мы еще на Канаме, здесь находится очень интересная станция, которая называется Samsung. Но пишется она не как мы привыкли, Samsung, а пишется она как Samsung, что по корейской грамматике есть правильно, но определить с первого раза очень тяжело. Только посмотрев на карту, можно понять, что она действительно относится к названию этой компании. Сейчас время час пика, так что здесь очень много народу. Свободных мест почти нет. Места, которые вы видите позади меня, на них садиться нельзя. Это места для инвалидов, беременных или пожилых людей. Кстати, очень круто, что здесь также есть еще места для беременных. Я вижу такое впервые. Отмечены они розовым цветом и таким логотипом. Более того, общественный транспорт здесь еще и очень чистый. Например, за все время своей поездки я ни разу не встретил ни одного исписанного сидения, как у нас, например. Кстати, вообще прогуливаясь по Сеулу, я заметил, что здесь очень много рекламы, которые рекламируют местные знаменитости, актеры, айдолы и очень много милых девушек. И эти милые девушки в основном рекламируют товары, которые вообще с ними не ассоциируются. Например, корейская традиционная рисовая водка, соджу или апохмелин. Ну а вот, например, рекламирует банк солистка группы Айви. И не знаю, какой вообще перевод этой рекламы, но такое ощущение, что она там показывает что-то типа того: возьми кредит, мой дорогой, позволишь ужин со мной, что-то типа того, походу. А еще мне очень нравится здесь звук, который предупреждает о приближении метро к станции. А вот, собственно, и этот звук. Между прочим, у каждой линии метро есть свой уникальный звук. Автобусы в Корее тоже удобные. Они здесь разных цветов, и у каждого свое значение. Например, синие ходят на дальние расстояния между районами, зеленые для коротких поездок и пересадок на метро, а красные это скоростные экспрессы, пригороды. Кстати, интересный факт, в автобусах здесь также есть Wi-Fi. И что удивительно, даже старые автобусы здесь чистые и ухоженные, как новые. Также здесь очень развита инфраструктура. В некоторых местах здесь можно встретить вот такие остановки с кондиционером, которые в корейскую летнюю жару настоящее спасение. Помимо кондиционера, там также есть беспроводные зарядки, так что во время ожидания своего автобуса можно не только охладиться, но и зарядить телефон. Еще один интересный факт,
На этой остановке есть Wi-Fi, так что не обязательно тратить интернет, чтобы посмотреть свои любимые видео. Помимо таких остановок, здесь еще есть светофоры, вмонтированные прямо в асфальт. Так заботятся о телефонных зомби, которые переходят дорогу, смотря в телефон. В Южной Корее всего 13 традиционных праздников, из них 11 нерабочих. Каждый кореец работает примерно 52 часа в неделю, то есть 6 дней по 9 часов. И это еще до смягчения нагрузки. К примеру, до 2018 года каждый кореец работал примерно 68 часов, то есть почти без отдыха. В Южной Корее официально закреплена 40-часовая рабочая неделя, но к ней прибавляются разрешенные 12 часов сверхурочной работы. Вот и получается в сумме 52 часа. Однако, в реальности многие трудятся и дольше. Здесь переработка стала почти нормой, а уход домой вовремя часто воспринимается как признак лени или недостаточной преданности компании. Молодые сотрудники нередко задерживаются просто потому, что начальник все еще на рабочем месте. Такой ритм не проходит бесследно. Длительные переработки вызывают хроническое переутомление, приводят к психическим расстройствам, болезням сердца и инсультам. Не случайно Южная Корея – один из мировых лидеров по смертям от переутомления. Для этого явления даже есть отдельное слово – квароса. Психологическое давление тоже огромно. В Южной Корее один из самых высоких уровней самоубийств в мире. Появляются даже необычные способы борьбы с усталостью. Например, коммерческая тюрьма для добровольного отдыха без телефонов и дел. А можно ли здесь иностранцу найти подработку? Легко. Легко? Но нужно корейский знать, да? Да, определенно надо знать второй уровень, от второго уровня, и вначале ты должен прожить полгода в Корее, так как если будешь работать по приезду, то могут оштрафовать или же даже депортировать с Кореи. Когда у тебя такой уровень стресса, неудивительно, что самый простой способ провести свой единственный выходной – это выпить что-нибудь алкогольного. И для этого многие корейцы идут на район Itaewon. Здесь находятся десятки ночных клубов, кафе и ресторанов. Неудивительно, что Южная Корея входит в список самых пьющих стран в мире. По количеству выпитого алкоголя на душу населения корейцы стабильно занимают верхние строчки мировых рейтингов. Их любимый напиток – соджу – рисовая водка, которая здесь стоит дешевле многих других напитков. В среднем взрослый кореец выпивает около 13,7 порций крепкого алкоголя в неделю. Это в несколько раз больше, чем в Японии или США. Itaewon – это центр ночной жизни Сеула. Еще один популярный район здесь – Хонде, куда мы заглянем чуть позже. Но Itaewon известен не только вечеринками. В 2022 году здесь произошла трагедия – давка во время празднования Хэллоуина, которая тогда унесла жизни 159 человек. Переулок, где все случилось, действительно очень узкий, и теперь на улицах появились электронные табло, которые показывают, насколько людно в данный момент, чтобы предотвратить подобные ситуации. Прогуливаясь по Itaewon, я заметил, что возле многих клубов и баров стоят зазывалы. Обычно это крепкие корейские парни, которые активно привлекают посетителей. Например, вот посмотрите, один из них заметил двух девушек и тут же начал приглашать их внутрь. Itaewon еще пока что пустой, так как он только оживает, еще 9 часов вечера. Я думаю, что через 3 часа он будет уже полон. Помимо ночных заведений, район стал известен благодаря популярному сериалу Itaewon Class. Если отойти от шумной главной улицы, можно попасть в тихие жилые кварталы, а немного дальше выйти на мост с потрясающим видом на Сеульскую телебашню, куда мы отправимся в следующем выпуске. Кстати, неподалеку находится ресторан главного героя сериала, который стал еще одной местной достопримечательностью.
Теперь перенесемся в Хонде, пожалуй, самый молодежный район Сеула. Здесь все кипит и пульсирует. Шумные ночные клубы, уютные бары, рестораны на любой вкус, караоке и фотобудки. Здесь также полно разных магазинов и бутиков. Например, мои многие знакомые ходят сюда именно за шопингом. Хонде живет в двух режимах. Днем здесь царит легкая и расслабленная атмосфера, но с наступлением темноты район буквально перерождается. Толпы людей, громкая музыка, яркие вывески, и все это создает особую атмосферу. Если идти сюда вечером, то лучше всего в компании. Я же отправился один и уже в первую же ночь попал в одно необычное приключение. Кстати, у меня там также получилось встретить корейских знаменитостей. Обо всем этом расскажу в следующем выпуске. А также в следующем видеоролике мы посмотрим, как изменился Сеул, посетим его знаменитые достопримечательности и посмотрим, как корейцы проводят свободное время на выходных. А еще поговорим о кей-попе и корейских культистах. В общем, спасибо, друзья, что были со мной. Если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь и ставьте лайки, а также делитесь этим видео с друзьями. До скорых встреч, пока-пока!